Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в видео, посвященное моему дому. Чем мой дом так примечателен? Дело в том, что он построен из глины, песка и соломы. Такой материал называется саман. Дом стоит уже 11 лет, зимую я в нем 9 лет. Когда я его строил, все мне в округе говорили, что он не простоит и более 2 лет. Тем не менее, 11 лет прошло. Сейчас я покажу каждый сантиметр своего дома, покажу, какие дефекты появились, и отвечу на вопросы, жизнеспособна ли такая технология строительства домов. Начнем снаружи. Снаружи стены покрыты известковой штукатуркой. Почему именно известь так важна для глиняного дома, я рассказывал в отдельном видео. Ссылку на него оставлю в описании. Сейчас мы обходим дом вокруг одним кадром, чтобы вы сами могли убедиться в состоянии стен. Когда я только начинал строить дом, многие крутили пальцем у виска и уверяли, что из глины невозможно сделать настоящий современный дом для комфортной жизни. Но вот результат. За 11 лет стены не отсырели, не просели, хотя фундамент под ними можно назвать символическим. А вот, пожалуй, единственная трещина на стене. Ей уже много лет. Она появилась в первые годы после строительства и с тех пор не меняется. Это обычная усадочная трещина, стабильная и безопасная. Причина, скорее всего, в том, что фундамент у дома не монолитный. Если бы грунты здесь были тяжелыми, с большим содержанием глины или чернозема, то ситуация могла быть совсем иной. Пучинистые почвы способны разрушать даже крепкие стены. Поэтому запомните простое правило. Прочность фундамента всегда должна соответствовать подвижности грунта. Идем дальше. Вот здесь действительно проявился мой недочет. Это контур крыши. Вода стекает прямо по деревянному обрамлению и со временем разрушает отделку из соснового горбыля. У меня уже в планах переделать весь контур крыши. Рассматривал два варианта. Заменить сосновый горбыль на дуб, благо у нас в регионе его много, и стоит он примерно как береза. Или же построить небольшую веранду по периметру дома. В итоге остановился на веранде. Она и проблему контура крыши решит, и даст дополнительное пространство для отдыха или складирования полезных ништяков. Штукатурка снаружи дома имеет вот такой красивый желтый цвет, потому что при приготовлении раствора из песка и извести я добавил желтый пигмент. В доме имеются абсолютно все современные коммуникации. Горячая-холодная вода. Вода в дом подается из скважины, которая находится рядом с домом. Канализация. Рядом с домом находится автономная канализация по очистке сточных вод. В доме имеется интернет. Несмотря на то, что это глушь, благодаря направленной антенне на вышку у меня есть довольно сносный интернет, благодаря которому я и загружаю видео в YouTube, сам смотрю видосы. Скорость интернета около 10 мегабит в секунду. Идемте теперь внутрь дома и покажу каждый сантиметр моего дома изнутри. Перед входной дверью в дом имеется вот такая небольшая веранда. Двери и все фактически в доме сделано собственными руками. Внутри находится утеплитель в виде опилок. Ручки из веток, покрытые лаком. Щеколда. Вот так она просто сделана. И на случай чего можно закрыться. Теперь в дом не попадешь. Зайдя в дом, попадаем в тамбур, где стоит морозильник и холодильник. В тамбуре находится щиток со всеми автоматами. Электричество в доме. Электричество к дому проведено под землей. И столб с моим счетчиком стоит на краю участка. Да, дом полностью подключен к электричеству, полностью оформлен, куплена земля. А вообще есть одно большое видео, где я рассказываю, зачем вообще я купил землю фактически в заброшенной деревне. Если кто не смотрел, посмотрите, чтобы отпало множество лишних вопросов. В тамбуре имеется небольшая полка для хранения продуктов. Но я ее собираюсь переделывать, потому что достаточно плохо сделано.
большие дырки и неудобно ставить различные закатки, хранить что-то. В тамбуре находится вот такое небольшое красивое окошко. Ну и в принципе, давайте посмотрим на потолок. Видим стропильную систему. А это входная дверь. В тамбуре находится два переключателя. Один включает свет в самом тамбуре, второй включает подсветку на улице. Идем в первое основное помещение дома. Здесь аналогичная дверь, задвижка, ручка. Все достаточно просто. Входим сразу в помещение. Здесь видим вешалку, где висят куртки. Тут небольшая ступенька находится, чтобы мусор не тянулся в основное помещение. Слева находится кухонная зона, где расположены тарелки, хранятся различные продукты, холодная горячая вода и вода для питья, прошедшая через систему обратного осмоса. Данную кухонную зону я начну переделать в ближайшие дни, потому что она крайне неудобная и маленькая. Буду ее делать гораздо шире. Сейчас она 45 сантиметров шириной. Будет 70 сантиметров. Не буду закруглять края кухни, чтобы было гораздо больше пространства для посуды какой-то, для кастрюль. Пока дошли руки до монтажа этого видео, то я кухню уже переделал. Смотрите, какая красота получилась. Все сделано полностью из бетона. О этом строительстве будет отдельное большое видео на канале. Результат, конечно, превзошел все мои ожидания. Обойдем по контуру первое помещение в этом доме. Стиральная машина и водонагреватель. Что интересно, под самой стиральной машиной я также поставил трап. На случай чего, если где-то что-то протечет, стиралка, либо водонагреватель, и чтобы вода не затопила все мое помещение. Дальше дверь в кладовку. Зайдем в нее чуть позже. Обеденный стол. Как и пол, стол сделан из глины, покрытой лаком. Глина уложена на вот такие слэбы из дуба. Сам пилил из дубовых дров при помощи пилы. Рядом с обеденным столом находится глиняная скамья, которая является частью печи. Под ней проходит дымоход, и зимой это все теплое нагревается. Когда строил дом, то у меня фактически не было денег, и поэтому все окна сделаны из старых советских рам, вот такого типа. Здесь аналогичные, только они замурованы в стену. Можем видеть здесь кусочек. Со временем я хочу это все разобрать и поставить гораздо больше окна, двухкамерные стеклопакеты. Ну, потому что эти окна очень холодные, несмотря на то, что они состоят из двух слоев стекла. Зимой в сильные морозы температура окон опускается до 4 градусов внизу. Это создает большие теплопотери. Далее глиняная скамья подсоединена к печи. Топка печи находится внизу, чуть выше расположена духовка. Топка расположена внизу пола для того, чтобы была нормальная тяга, чтобы дым мог идти под глиняной скамьей. И также второй дымоход проходит под моей кроватью. Смотрим дом дальше. Вот участок стены с трещиной, которая расположена на улице. Это, по сути, единственная трещина в доме. Еще раз повторю, что она не расширяется, а так и остается на своем месте. Возле кровати расположена стена. За этой стеной находится еще одна комната. В нее попадем чуть позже. Далее расположено окно правды. Здесь мы можем увидеть, из чего состоят перегородки внутри дома. Эта технология строительства называется глиночурка. Дрова, переложенные глиняным раствором, то есть таким же саманом, из которого сделан весь дом. На потолке
всего дома мы можем наблюдать стропильную систему и балки, на которые опираются стропила. В самом центре дома вот такая необычная стропильная система с окном в крыше. Здесь в окне уже уложен двухкамерный стеклопакет, чтобы уменьшить теплопотери. Далее находится мой рабочий стол, за которым я сижу, монтирую видосы. Можем видеть толщину перегородок около 35-40 сантиметров. Это входная дверь в тамбур. Справа от нее находится еще одна комната. Дверь сделана аналогичным способом. В этой комнате расположена еще одна печка. По такому же принципу сделана, как и в основном помещении дома. И вся эта кровать подогревается. Комнатка небольшая. Эта комнатка была полностью переделана. На канале имеется огромнейшее интересное видео, как эта комната делалась. Поскольку данная комната делалась уже последней, и здесь установлены двухкамерные стеклопакеты, чтобы лучше сохранять тепло в доме. Обращаем внимание на стены. Никаких дефектов нету. Дом не разваливается. Выходим из комнаты и идем в следующее помещение, которое находится после кухни. Это ванная комната. Дверь аналогичным образом сделана. В ванной комнате имеется умывальник, зеркало, вентиляция, душ, унитаз. В ванной нету отдельной душевой кабины, и вся вода стекает в трап. Очень удобно. То есть удобно мыть пол во всей ванной. Тебе не нужно отдельно воду в тряпку собирать и куда-то ее выносить, а все можно спокойно слить в трап. В ванной комнате в свое время была запланирована банная печка, но она не жизнеспособна, поэтому я ее в скором времени разберу и сделаю здесь полочки для хранения различных ванных принадлежностей. Особенность данной комнаты в том, что с потолка до самого пола она покрыта полиуретановым лаком, чтобы не допускать излишек пара от ванных процедур попадания в стены. Выходим из ванной комнаты. И здесь следующее помещение. Это кладовая. Такое помещение обязано быть в каждом частном доме. Кладовая достаточно большая, но она уже почти вся битком забита полезными вещами. В каждом помещении дома имеется вентиляция. Это одно отверстие вверху стены и второе отверстие внизу. В кладовке имеется часть печи, чтобы она ее чуть-чуть подогревала. Здесь находится прочесное отверстие. Обращаем внимание на стены. Какие-либо дефекты отсутствуют. На потолке мы опять же видим стропильную систему, заштукатуренную глиной и покрашенную белой краской. Большое видео о строительстве вот этой невероятной печи есть на канале. И вообще все большие видео, которые связаны со строительством этого дома, я оставлю в описании под этим видео. Если вас заинтересует конкретный какой-то элемент строительства этого дома, то добро пожаловать в описание. Есть такое большое заблуждение, такая фраза, что в глиняном доме прохладно летом и тепло зимой. Данное утверждение противоречит физическим законам.
Не бывает такого материала, в котором будет прохладно летом и тепло зимой. Стены из самана имеют теплопроводность примерно как и пеноблок. То есть дом чисто из пеноблоков, он сам по себе холодный. И фактически всегда для средней полосы пеноблок утепляют снаружи минватой. И по-хорошему такой дом тоже стоит утеплить снаружи какой-нибудь минватой, поскольку такие стены имеют достаточно высокую теплопроводность. Но откуда же такое выражение тогда появилось, что в глиняном доме прохладно летом и тепло зимой? Да потому что такой дом сравнивали с обычным деревянным срубом. А проблема деревянного сруба в чем? В том, что он дырявый, сколько ни топи его, зимой всегда будет холодно, несмотря на то, что дерево обладает гораздо меньшей теплопроводностью, чем такие стены. Но за счет того, что здесь нет дырок, такой дом зимой можно лучше обогреть. Такая же ситуация и летом. Почему в этом доме прохладно летом? Да потому что стены достаточно холодные. Если зимой ты можешь просто его протопить, тебе будет тепло, то летом, по причине того, что в доме нету дырок, он не так быстро прогревается, как деревянный дом за счет своих щелей. Поэтому я бы сказал так, что в саманном доме, согласно современным стандартам, холодно и зимой, и летом. Но за счет того, что здесь меньше дыр, в нем проще сделать комфортную обстановку в сравнении с деревянным срубом. И у меня есть планы на будущее. Это также утеплить свой дом по контуру минватой. Несмотря на то, что на отопление этого дома я трачу достаточно мало дров. Да, этот дом обогревается дровами, кроме ванной комнаты. На отопление в год за зимний сезон я трачу около 3 кубов дров. Это, с одной стороны, кажется мало, потому что потолки у этого дома достаточно низкие. Вот если я стану, вытяну руку, я могу трогать потолок возле стен. В центре дома, конечно, высота намного-намного выше. Плюс у меня неотапливаемая кладовая, плюс неотапливаемый тамбур. В ванной комнате теплый пол греет, а так это можно тоже считать как неотапливаемое помещение. И по сути мне нужно обогревать вот это помещение и еще одну спальню. Это в сумме около 30 квадратов. И за счет того, что тамбур, ванная и кладовка имеют также перегородки, и эти перегородки идут в счет общей толщины стены. Если стена у меня вокруг дома по контуру толщиной где-то 45 сантиметров, то плюс еще перегородки в других помещениях еще по 35. И это по сути толщина стены дома 80 сантиметров. 80 сантиметров ты сделай из кирпича, его тоже будет достаточно просто отопить. Но для того, чтобы обогреть ванную комнату теплым полом, я трачу в месяц зимой где-то 400 киловатт. Ответ на вопрос, теплый ли этот дом. 400 киловатт электричества на ванную комнату. Это помещение площадью где-то 4 квадрата. Вот настолько этот дом теплый. То есть он холодный. И вот поэтому я снаружи весь дом хочу отделать каким-нибудь утеплителем. Это, можно сказать, первый косяк этого дома. Второй косяк – пол. Как все столы в доме, кухонная зона, рабочий стол и все полы в доме у меня сделаны из глины. Ну, точнее, из самана. Глина, песок, солома. И это все покрыто полиуретановым лаком. И второй глобальный косяк этого дома – это половое покрытие. Мне недавно в комментариях написали, что вот у тебя в доме пол сделан из глины, а можно ли я такой пол сделаю у себя в гараже? Нормально ли будет, что по этому полу будет ездить автомобиль? Нет, это ненормально. Это настолько ненормально, что такие полы не нужно делать даже в обычных жилых помещениях, где ты ходишь ногами. Рано или поздно в доме я заменю пол на бетонный. По теплоте глиняный пол или бетонный не будут сильно отличаться. Это оба пола очень холодные.
Но зачем тогда я его собираюсь делать, если он очень холодный? Ну, потому что если ты дом постоянно топишь, печка у меня сконцентрирована таким образом, что весь холодный воздух с пола забирается в дымоход, плюс помещения небольшие, у меня в крайне мало таких зон в доме, куда бы не попадало инфракрасное излучение от печи, которая подогревает пол. Поэтому температура пола у меня около 20-22 градусов, независимо от того, какая температура на улице. В доме зимой 25 градусов, температура пола 22 градуса. Такая же история будет и с бетонным полом. Но этот пол будет гораздо прочнее и гораздо долговечней. Здесь недалеко от меня находится еще один дом, который сделан уже не из самана, а из глиночурки. Точно по такой технологии, как у меня сделаны перегородки. В этом доме также был глиняный пол, и мы его уже заменили на бетонный, так что есть огромное, большое, интересное видео, как мы меняли этот пол и какой пол в итоге получился. Это потрясающе. Вот кто хочет себе и думает, какой сделать пол, советую делать пол именно таким. Я долго думал насчет полового покрытия, ну ничего более дешевого и функционального, кроме как бетонного пола, я не нашел. С точки зрения ухода за ним и долговечности, это вообще беспроигрышный вариант. Следующий нюанс подобного дома из природных материалов. Сюда мы также можем отнести деревянный дом, либо даже каркасник, ну, вот саманный дом, в котором мы сейчас находимся, либо дом из дров, глиночурка. Во всех этих домах повышенная относительная влажность, потому что все природные материалы, они достаточно влагоемкие, в отличие от материалов обожженных, типа кирпич, бетон, арболит, пеноблоки. Подобные материалы гораздо быстрее выводят излишек влаги. А в таком доме, как этот, современный дом, имеется ванная комната, кухня, готовка еды и достаточно большое количество влаги, которое поступает в само помещение. И природные материалы не способны быстро выводить излишек влаги, в отличие от бетонных либо кирпичных домов. И вот можете наблюдать, у меня стоит осушитель воздуха. Если на улице пасмурная погода, идут дожди целыми днями, либо весна, осень, влажная, то в этом доме начинает очень сильно повышаться влажность. И мне приходится специально включать осушитель воздуха, чтобы просушить этот дом. Ну, можно и другим способом просушить его. Это хорошо протопить печь, открыть окна и просушивать дом. У меня в доме окна все глухие, потому что не было тупо денег на установку открывающихся окон. И поэтому мне приходится пользоваться услугами осушителя пару раз в году, чтобы подсушить помещение. Ответ на вопрос, стоит ли делать дом из самана. Отвечу на него так, что если у тебя хороший фундамент, хорошая крыша, то неважно, из какого материала состоят стены. Любой дом будет стоять вечно, пока у него хороший фундамент и хорошая крыша не течет. Если у тебя трудности с финансами, ты знаешь, где взять глину, песок, солому и готов потратить огромное количество труда на строительство стен из таких материалов, то не вижу никаких причин. Это прекрасный материал стен, который доказал свою жизнеспособность уже тысячелетиями. Что-то около 20% всех домов на планете сделаны из глины. И ты также можешь себе построить дом из таких материалов. Строил ли я бы еще такой дом? Конечно, да. Но только я бы строил, конечно, не саманный дом, а именно глиночурку. Точно так же, как у меня сделаны перегородки внутри дома. Это такой дом строить интересней, проще, быстрее и менее трудоемкая процедура. Ну все, ребят, если у вас есть дополнительные какие-то вопросы, на которые я не ответил, и ответы на которых вы не нашли в описании под этим видео, то задавайте в комментариях, и я обязательно на все это отвечу, а возможно даже ваш вопрос послужит к созданию какого-то ролика, где я раскрою конкретную тему. А еще вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорскую подписку на YouTube, либо подписаться на Boosty. Там я публикую ролики о своей жизни, как здесь живу, что делаю.
что строю, так сказать, закулисье всего этого происходящего. Ну, спасибо, что посмотрели, и всем пока.